Сакартвелос на Крэбе совсем скоро, завтра уже сыграет против сборной Турции. Я в Тбилиси, я возле стадиона. Посмотрите, какой прекрасный вид из моего отеля. Готовлюсь для вас сделать классное превью, пообщаться с разными людьми и с человеком, который специально ради матча, уже как по моему примеру, тоже приехал в Тбилиси, чтобы поболеть за сборную Грузии. Погнали! Сегодня хотелось бы отойти от классического превью, которое я обычно делаю, сидя перед камерой, перед экраном, но все-таки я ждал вот этих дней, вот этого сентября, этих предматчевых дней и матчевых дней, наверное, полгода, а может быть и больше. Как только узнал жеребьевку, как только узнал, что Грузия будет играть дома, 2 домашки подряд, я решил, что точно нужно быть в Тбилиси, точно нужно бронировать жилье возле стадиона, что я и сделал. Спасибо и Ibis Stadium, и друзьям, которые мне помогли это сделать. Ну и, конечно, нужно делать максимально насыщенный превью, чем мы сейчас и займемся. Вообще район у стадиона очень красивый такой. Здесь и деревья красивые, и здания. Ну, что я могу сказать? Надо реванш брать после чемпионата Европы. А вас не пугает вот отсутствие Чиквидадзе, Китейши? Вы знаете, да, конечно, это большая потеря, но я бы сказал, что вряд ли сейчас ребята будут. Опыт есть. Ну, первый матч с Турцией, конечно, первый матч был тогда. Ребята еще молодые были, все растеряны. А сейчас вот то, что уже опыта есть мало, много-много, так, потихоньку. Ну, ребята, я думаю, что нашим должны победить. У моих друзей, если они сказали, ты раз приехал в гости из-за этого, я не пойду на стадион, тебе отдам билет, говорит. Да, ну я сейчас пойду сперва узнаю, если билеты, и после, если нету, ну, скажу, дай сюда билет, хватит вам сидеть дома, вы и так насмотритесь. А сыну не сказал, потому что он меня убьет. Можете ему привет передать. Да, я могу, да. Я пока единственное, я ему купил хвичев майку. Он просил, что хочу, чтобы его роспись получить как-нибудь, автограф Хвичев Кварацхели, потому что он тоже бешено любит футбол. И супруга сказал, передал, что пускай не приезжает без майки, без автографа, говорит, или я его депортирую. И какой счет завтра ждете? Я так думаю, что будет 3-1. Грузия или Турция, брат? Кто победит? Грузия или Турция? Понятно. Большое спасибо, Хвич. Я желаю удачи завтра и вообще и другому Хвичу, который будет на поле. Ну а мы сейчас пойдем пообщаемся с турецкими ребятишками, посмотрим, что они считают. Тут, знаете, есть такой турецкий квартал. И надеюсь, что они вообще в курсе, что завтра здесь будет. Сказали, будет болеть за Турцию. 3-1. Турция, да? А кто, Гюлер у вас любимый футболист? Арда Гюлер? Your prediction or the guys? No. You don't go to the stadium? No. Okay, thank you. We are broken all time. I understand. Друзья, ну я пытался поговорить с турками, они все работают. Ну, знаете, из того, что удалось мне вытащить из них, что вот единственный прогноз 3-1, Арда Гюлер, Турция завтра выиграет. Ну, кстати, очень любопытно, что здесь будет завтра происходить во время матча. Я, наверное, перед игрой пройдусь, потому что недалеко от стадиона. И я думаю, что ну такие вот активные, ну как турки могут проигнорировать такую игру? Я думаю, что кто-то вот из этих кафешек, из всех вот этих замечательных десертных и кебабных уж точно на стадион пойдет. Ну а болеть наверняка будут все. Не знаю, будут ли тут все смотреть, но такая игра точно не должна оставаться без внимания. Will you watch the game maybe here? No? The television. Television, yes. Yes. What do you expect? Score like 1-0, 1-1? Turkey winner. 2-0. Who is your favorite player? Yeah. Arda Güler or? Arda Güler. 1 goal. Kerem oynarsa Kerem. Aktürkoğlu? Yeah. Aktürkoğlu. But Arda Güler 2 goal. Thank you. Good luck. Логично, что турки ожидают победы от своей команды, грузины от своей.
Тем бескомпромисснее завтра будет матч. Я думаю, что футболисты считают точно так же. Они точно так же считают, что их команда должна победить. А пока идем на Черепашье озеро. Грузинская сборная в полном порядке. И в этом сезоне у команды будут футболисты в топ-5 чемпионатов. Все чемпионаты будут представлены, в том числе и чемпионат Испании, в котором будет выступать Жорж Микаутадзе. Ну а Мамардашвили пошел на повышение в Англию. Наверное, каждый грузинский мальчик мечтает о том, чтобы попасть в испанский футбол. И сейчас такая возможность есть. Я был летом в академии Assam Sports, которая находится в Кастильоне, совсем недалеко от Валенсии. Академии команд Ла Лиги совсем рядом. Леванте, Эспаньол, Валенсия. И, знаете, самое главное – это попасть вообще в систему испанского футбола, что и помогает сделать Академия Assam Sports. Прямо сейчас 3 грузинских футболиста с помощью Академии попали в местные команды, продолжают прогрессировать, подписали свои первые контракты. Эти 3 парней уже попали в местный футбол, но это может получиться и у вас. Достаточно воспользоваться промокодом Сакартвелла 10, написать Яне, ее контакты есть в описании, и получить бесплатную консультацию о том, как попасть в испанский футбол и, собственно, с чего нужно начинать. Прямо сейчас, не теряйте время, количество мест ограничено. Сакартвелла 10, промокод, ссылка в описании. Сюда пока не идем, но сюда мы еще вернемся. Это правда, что ты ради сборной Грузии прилетел вообще в Тбилиси, в Грузию? Да, все верно. Я смотрел Евро прошлое, мне супер понравилась Грузия и понравились твои видео, когда Грузия побеждала. Да, тут, как говорится, смешалось все, и кони, и что там было дальше по тексту, я уже не помню. Мне очень понравился игрок Микаутадзе. Вот. Я понимаю, что Хвича самая главная здесь звезда, человек Кварадонна с Наполи взял чемпионство. И второе чемпионство, кстати, ему тоже должны были дать, вот, но я так понимаю, что не дали. И я в Минске, у нас есть свой стадион «Динамо», соответственно, и там был просмотр матча чемпионата Европы. По атмосфере, когда даже какие-то супер топовые матчи были, опять же, там, не знаю, Англия, Испания, финал. Да, это финал и так далее, но когда были матчи сборной Грузии, все кричат, все радуются, даже если что-то не то происходит, там все равно все очень рады, да. Прежде чем мы пойдем в этот прекрасный магазин, I'm Georgia, посмотрим атрибутику. Скажи вообще, как много футболистов сборной Грузии ты мог бы назвать? Мне даже первый Микаутадзе приходит, потому что у меня с ним такая какая-то прикольная эмоция связана. Я на чемпионате Европы активно играл в фэнтези, где нужно было очки набирать, соответственно, ставить футболистов и набирать очки, если они забивают голы и так далее. Самое интересное, что я, если честно, не знал, кто такой Микаутадзе, и его где-то по остаточному принципу выбирал в свой состав, потому что он мне подходил. На Евро, да? Да, на Евро. Я понимал, что сборная Грузии, мне интересно за нее поболеть. И он раз забил, потом он там 2 забил. Он из всех нападающих, кто участвовал на Евро, у него была лучшая статистика по голам. Он, по-моему, там в группе лучшим бомбардиром стал. Вот, короче, это мой фаворит. Вот. 100% Хвича, легенда. Я думаю, здесь человек, за которого все супер жестко фанатеют. А точно мне еще сразу вспоминается Кочурашвили. Человек, который в испанской лиге где-то играл, сейчас в Спортинг перешел. Тоже что-то такое нестандартное, техничное. Вот. Максимально мне нравилось. Мамардашвили, да, вратарь, конечно же. Я очень люблю футбольный клуб «Барселона», и когда они играли с Валенсией, когда Мамардашвили был там... Ой, там же 7-1 было. Это были такие тоже матчи, где не супер было, да, то есть для Мамардашвили, но были матчи, где просто ему вообще невозможно забить, и человек вообще абсолютно заслуженно перешел в Ливерпуль, который там сейчас 500 миллионов потратил, вот, поэтому очень, очень круто будет соприкоснуться с атмосферой грузинского футбола и увидеть всех этих футболистов и верить, что Грузия победит. Вы знаете, никогда не видел, чтобы столько разных было футболистов. Конечно, офигеть. Это, кстати, футболка с тем самым пенальти, но уже как Эскирь закончил, но вот футболка до сих пор есть в магазине. Стадион, мы были вот там за стадионом, приехали сюда по фуникулер или канатная дорога, наверное, это называется. Мне кажется, лет 15 назад только вот на чем-то таком катался, но на такой высоте
Я никогда не был, я уверен, здесь в рамках Грузии можно еще выше 100% оказаться. Очень воодушевленно ты себя чувствуешь. Мне здесь безумно нравится. Вот. Долго, кстати, эту дорогу сейчас что-то ремонтировали, пока мы поехать не могли. Я боялся так немножко. Вот. Чувствую себя потрясающе здесь, в Тбилиси. Мне интересно, какие у тебя ожидания от завтрашнего матча? Вот что ты увидишь, счет, какие-то голы, каких-то игроков хочешь посмотреть или вообще что ты ждешь от игры? У меня ожидание, что я попаду в какую-то невероятную атмосферу сплочения. Все будут болеть за сборную Грузии. Я надеюсь, что она победит. Состав классный. Возможно, вообще лучший там за всю историю сборной. Как бы потрясающе она выступает. Вича здесь как такая икона футбола, наверное. Как бы мне тоже человек только что выиграл Лигу чемпионов. Я за него вообще безумно счастлив. И причем я следил, мне было очень интересно, такой молодой паренек в Локомотиве еще играл, когда в московском, и вот Юрий Павлович Семин, он прям его оберегал, как бы там по ногам били и так далее, потом в Рубине, и на самом деле просто невероятная история, потом из Динамо Батуми человек в Наполе оказывается, и не оказывается, а он пробивает себе вот просто вот эту путевку, и сейчас он, по сути, там, в лучшем клубе мира прямо сейчас, который едва ли не забрал как бы вообще все трофеи, которые могли быть, если бы Челси не проиграли. А в первую очередь я очень рад, конечно, именно в атмосферу эту окунуться, понять, постараться прощупать грузинскую культуру, она мне безумно интересна, я 5-й день в Тбилиси, и вот одна из больших целей была попасть на футбол, поэтому я очень жду. Я помню, когда я был на чемпионате мира, и Мексика выиграла, и я помню, что было в городе. И мне кажется, если завтра Грузия победит, то будет примерно что-то вот такое же. Вот. Главное, что ты не уезжаешь сразу после матча, ты это все можешь вкусить. Да, у меня было два варианта. Либо я мог улететь сразу после матча, либо я остаюсь еще на день, и я вот... Что-то мне подсказывает, что я не зря еще продлил себе этот день. Подписчика, а как зовут? Сандро. Сандро, о, Сандро, я тоже Сандро, если, Саша, да. Ну, мне интересно, мы чуть-чуть отойдем, а то шумно. Я хотел спросить, ожидания какие от матча, вот сам будешь ты смотреть? Да, конечно, буду смотреть и буду болеть очень сильно за Грузию. Ожидания, я ожидаю победу, потому что мы должны реванш собрать. В прошлый раз проиграли, там Арда Гюллер забыл пушку. Ну, сейчас надо отыграться, чтобы выйти на чемпионат мира, да, надо отыграться 100%. Верю. Есть какой-то любимый футболист этой сборной, ну, кроме Хвич? Хвича это, да, конечно, но я очень сильно люблю и Микаутадзе люблю, и Чакветадзе люблю, и защитников люблю очень сильно. Кашия этот, капитан наш, Куран, да, его тоже я обожаю. Ну, смотри, завтра не будет Китаишвили, Чакветадзе, вот как быть? Ну, вместо них вызвали очень хороших молодых парней, они хорошо играют, за их игрой я тоже наблюдаю, и я думаю, что они их хорошо заменят, да. Будет интересно на них смотреть. Какие-то есть друзья турки? Нет? Может, спорили с ними, кто нет, выиграет? Споров не было, но есть несколько знакомых, и они тоже ожидают победу, но я им сказал, что невозможно, и надеюсь, что я буду прав. Спасибо. Счет? Нет? Счет, давайте я предскажу, 3-1 в пользу Грузии. Забьют, Хвича забьет 1. И 2 гола забьет Микаутадзе. А из них, не знаю, наверное, Илдиз или Арда Гюллер забьет. Они тоже очень хорошие. Классно. Ну, я очень жду атмосферы на матче и после матча. Атмосфера будет бомба. Вот этот парень первый раз пойдет, если что. Да, я Микаутадзе обожаю, на самом деле. Да, он очень прекрасно. хороший. Все, удачи. Болеем за Грузию. Конечно. Друзья, на этом сегодня все, и закончить это видео мне хотелось бы прямо напротив стадиона имени Бориса Пайчадзе, где завтра будет очень жарко. Видите, такая вот небольшая подсветочка есть, еще свет горит на самом стадионе, но тренировки позади, все разговоры позади, пресс-конференции позади. Вы видели настроение в городе, немного я вам показал и Тбилиси. Большое спасибо всем гостям, всем, кто согласился сегодня со мной пообщаться. Надеюсь, таких завтра будет еще больше. Я вас призываю, как обычно, поставить лайк этому видео, отправить своему брату, свату, родственникам, бабушкам, дедушкам. Пусть все посмотрят, чем живет Тбилиси. И знаете, вот что меня сегодня больше всего поразило, что ни одного человека я не встретил ни в форме сборной Грузии, ни даже в форме Пари Сен-Жермен, Хвича Кварацхелия или какой-нибудь Мамардашвили. Вообще ничего. И вот как обычно, ничего нам не говорит о том, что завтра будет большая игра, а она будет, и она никуда не денется. И вот
Это уникальное свойство вообще грузинского человека, и грузинского футбола, грузинского общества, что сегодня и не догадаешься даже, что завтра будет что-то грандиозное, зачем будет следить вся страна, будет содрогаться земля по всей Грузии, когда люди будут смотреть эти матчи. Но я вижу, общаясь с людьми, я понимаю, что они будут смотреть эти игры, они этого матча ждут, и они верят в свою сборную. Вот из всех, с кем я сегодня общался, никто не усомнился, как обычно, в том, что Грузия может сыграть как-то иначе, как не выиграть. Поэтому, друзья, верим в лучшее, болеем за грузинскую команду. Я завтра обязательно сделаю еще большой репортаж по матчу, покажу вам все самое интересное, пообщаюсь с кучей народу. И я надеюсь, что этот ветер не помешает. Видите, ветер поднимается, долгое время было жарко, а сейчас уже прохладно. Долго говорить не буду. Всем спасибо за просмотр, лайк, подписка. Нахвамдис и Сакартвелос Гаумаджос. Sakartvelo,